Кагаме уже более 12 лет, и она проделала немалый путь для того, чтобы стать популярной. Так игра выглядела в 2011 году, а так в 2024. Но с чего все началось, узнаете в этом ролике. История Кагамы берет свое начало в 2010 году. Каспар Стрэнд Байгард начинает разработку секретного проекта. Секретный он, потому что о нем знали только сам Каспар и его друзья Майкл Бенстон, Кристиан Раск и Джейкоб Силас, и вместе они основывают компанию Multiverse Apps. В 2011 году Каспару и его друзьям приходит идея сделать гибрид между Роблоксом и Майнкрафтом, но чтобы в нем можно было легко создавать игры. Так появилась Кагама, и разработчики в скором времени приступили к ее созданию. 18 июля 2011 года создается Facebook Кагама, а 14 сентября на нем был написан первый пост. 15 сентября нам показывают картину с черным роботом, начальным аватаром для пользователей, а уже 17 сентября игра становится общедоступной для всех. И уже в этом месяце начинают появляться первые игроки, карты, аватары, ну и модели. 20 октября в качестве аватаров появились эти 5 роботов, и выглядят они довольно странно, но от них очень быстро отказались. 23 числа появляется панель для создания музыки в играх, и мне она даже больше нравится, чем нынешняя. В игре появляется серебро, которое было игровой валютой. Также этих разноцветных роботов заменили на аватары, напоминающие сантехников, но их также быстро удалили, и 22 декабря появляются наши любимые бои. После небольшого перерыва 20 января в игру добавили пикапы, вещи, с которыми могут взаимодействовать игроки, но их было всего лишь два, это пулемет и аптечка, но с помощью этого появилась возможность создавать шутеры в игре. 10 февраля выходит обновление 0.7.0, где улучшили тень и контраст, а также произошло улучшение инвентаря, новый чат и новые инструменты, а именно редактирование куба, удаление, покраска и распыление. 20 числа на ютубе был создан официальный канал игры. Кстати, именно в этот же день было опубликовано первое видео на нем, показывающее, что из себя представляет Кагама. Уже спустя 4 дня выходит обновление 0.7.2, где добавили импульс ган. Кстати, тогда он отталкивал игроков на гораздо больше расстояний. Кстати, насчет оружия. Как вы знаете, на тот момент было только одно оружие – пулемет. Поэтому уже 13 марта добавляют базуку и рельсу, а 28 числа выходит очень важное на тот момент обновление. Добавилась функция Skybox, с помощью которой вы могли изменить цвет неба, были добавлены два новых материала. Паркур, с помощью которого можно отталкиваться от стенки, и инстакилл, зайдя на котором игрок мгновенно умирал. Также были изменены батуты лава. Еще появилась возможность толкать игроков левой кнопкой мыши, если у вас не было оружия, и был удален инструмент распыления. 3 апреля был объявлен конкурс, тема которого была «Жуткие игры». Он проводился до 22 апреля. Во время конкурса выходит обновление 0.7.6, где добавили XP, меч, инстакилл был заменен на яд, а также несколько незначительных изменений. После этого разработчики взяли перерыв почти на месяц и возвращаются 16 мая с добавлением команд и обновлением графического интерфейса. Спустя месяц выходит большое обновление. Были добавлены дробовик и огнемет, появилась возможность покупать золото, и если вы это сделали, то могли редактировать аватары и транспорт. Появилась возможность покупать серебро за золото, а также некоторые материалы теперь можно приобрести только за золото. А также начался конкурс на форумах Кагамы. В июле толком ничего не происходило, а вот 9 августа вышло самое большое обновление, по мнению разработчиков, на тот день. Что же было в нем? Добавили анимации для аватаров, прыжки, смерть, плавание, бездействие и бег. Также была введена функция для редактирования воды. Теперь каждый мог менять аватары и был переработан инвентарь. Через 2 дня добавлена возможность броса аватара. 27 числа был объявлен конкурс на видео. Прошел 1,5 месяца, и выходит небольшое обновление с добавлением телепортов и премиальных моделей. Это модели, которые можно купить в магазине во время стройки, их нельзя добавить в инвентарь или изменить.
В период с октября до середины декабря было несколько обновлений, где добавляли много новых функций, аватаров, премиальных моделей, NPC и материалов. Так что 2012 год показал, что Кагаму ждет светлое будущее и что разработчики будут усердно трудиться для этого. Начинается Новый год для игры с того, что завершается новогодний конкурс игр, где победило 4 карты, а уже 18 января в Кагаму добавляют новый аватар, а именно солдата. И вот, спустя почти месяц выходит очень важное обновление по сей день. И чего игроки ждали так долго, а именно аксессуаров, которые являлись хорошим дополнением к аватару. Но тогда были только частицы и шляпы, а также было 2 обновления, которые пополняли количество аксессуаров. Март же запомнился обновлением с Кубганом, а также игроки могли получить значок Кубган Хира, введя код купона Макуба 200. Еще же 27 марта вышло обновление с добавлением аватаров Сэнди Волкер, а также добавили материал Steel Plates. Думаю, многим игрокам в то время не нравилось, что они почти прошли паркур, но выходит так, что они падают и возвращаются на самое начало. И для того, чтобы было проще проходить карты, добавили чекпоинты, и вы теперь могли сохраняться на каком-то моменте. К тому же вышло обновление 1.0, где добавили всеми любимыми ховеркрафты, без которых в Кагаме не было бы карт с гонками. В мае хоть и не было новостей в обычной Кагаме, но зато появились новости в бразильской версии, ведь 14 мая бразильская Кагама официально выходит на свет. Как же так вышло? Multiverse Apps выступила спонсором игрового портала ClickJogos, который предоставил перевод игры на португальский. Так и появилась бразильская Кагама. Могло показаться, что в июне разработчики не будут нас радовать каким-то новым контентом. Но нет, 20 июня на канале Кагамы на YouTube выходит трейлер игры, а 26 числа в игру добавляют джетпаки, что оказалось крутой функцией. В случае создания бразильской версии игры, июль, август и почти весь сентябрь разработчики посвятили ее развитию. Но 27 сентября в игру добавили звезды, которые оказались хорошим дополнением к игровому процессу. Разработчики продолжали активно заниматься Кагамой Бразил, и казалось, что октябрь ничего нового не преподнесет. Однако 29 октября в игру добавляют Окулуса, который стал самым популярным NPC в игре и остается им по сей день. Декабрь. Новый год уже на носу, и разработчики не могли не поздравить игроков. Поэтому 11 декабря в игру добавляют 2 новогодних аватара – Санта и маленький помощник Санты, а также 2 аксессуара – шапка Санты и шапка эльфа. 19 декабря в игру завозят 2 премиальных модели, 1 материал и 2 аксессуара. Разработчики решили взять перерыв в честь Нового года и вернулись 3 марта с добавлением 3 материалов – Super Bounty, Wood Dark Oak и Cloud. Кстати, с конца марта начались активные публикации Highlights Week, где рассказывали о лучших творениях игроков за неделю. 9 мая вышло первое обновление, посвященное какому-то месту. Именно в эту дату добавили набор Дикого Запада, добавили 4 аксессуара и 2 оружия, револьвер и двойной револьвер, а также несколько премиальных моделей. В июне не было новых обновлений, но был так называемый мировой финал по футболу. После небольшого затишья 4 сентября добавили логический куб, обозначающий время проведения раунда. А 18 числа стали известны итоги видеоконкурса. Победитель получил 10 тысяч золота и специальный значок. Еще через 8 дней вышло обновление с разрушаемыми материалами. В октябре разработчики продолжили небольшую активность. В начале месяца удалили возможность изменять никнейм. 8 числа был добавлен набор ниндзя, включающий в себя скорость, сюрикена и несколько сюрикенов. Позже, 30 октября, были добавлены 2 логических куба – лимит убийств и лимит убийств окулусов. В декабре, к сожалению, не было новых новогодних аксессуаров и тому подобное, но зато 18 числа были добавлены когакоины, за которые вы могли покупать игровые предметы, например, оружие. В январе разработчики не решили много отдыхать и 14 числа добавили новые условия. Победа круглому кубу. 22 января была введена система автобана, 29 появились XP-бустеры, которые можно было купить. В
В феврале добавили еще один бустер, а именно бустер на Куга-коины, а чуть позже добавляют 2D режим. Март и апрель были скудными, и тогда не было каких-то изменений. Но в мае был создан лаунчер Кагамы, так как в то время были проблемы с Google, а еще Highlights Week были переименованы в Weekly Highlights. Прошло пару месяцев, и 18 сентября в игру добавили ветряную мельницу, которая способна толкать все что угодно. А еще хотелось бы вернуться к аксессуарам, ведь 1 октября в игру добавили корону, самый дорогой аксессуар в игре по сей день, а в конце месяца добавили таблетку для понижения роста игрока. Кстати, насчет 2D режима. 6 ноября произошло его обновление, а еще в этом месяце стало доступно делать свои собственные эмодзи, правда в наше время такой возможности уже нет. В этом году появился мерч Кагамы. Вот как выглядели его первые экземпляры, а также удалили серебро из игры. А в феврале вышло новое обновление с мишенями. Прошло 3 месяца, и 18 мая в игру добавляют спин, где вы могли крутить рулетку и выиграть рандомное количество XP. Самый большой приз был 15 тысяч XP. Разработчики взяли перерыв на 4 с лишним месяца и вернулись 6 октября. В итоге добавили логический куб для команд и возможность их редактировать. Ну и 21 ноября произошло самое главное событие в Кагаме за 2016 год, а именно выход игры на Android устройствах, и в честь этого разработчики добавили значок Android. В строй разработчики вернулись довольно быстро, сразу начали делать маленькие, но все-таки изменения, а 10 мая выпустили небольшое обновление с изменениями в Skybox. Теперь угол Солнца или у Луны влиял на свет, но, к сожалению, в этом месяце удалили спин. Игра потихоньку развивается, появляются новые функции, а какие-то удаляются. Что может пойти не так? Правильно, читеры. Именно поэтому 8 июля разработчики создали новую систему от взломов, а через 2,5 недели в игру добавляют пистолет и таблетку для повышения роста. И вот, снова затишье, но тут, 26 октября, разработчики объявляют хэллоуинский конкурс аватаров, который завершился 31 числа, и было объявлено всего 10 победителей из Кагамы и ее бразильской версии. И еще, насчет праздников. 12 декабря был проведен новогодний конкурс моделей и был завершен 25 декабря и в Кагаме, и в Кагама Бразил. Всего было 10 победителей. Самый лучший год для Кагамы, особенно в качестве онлайна. В этом году был пик популярности игры. Также очень много контента. В январе у Кагамы появился новый комьюнити-менеджер Адмирал Фьюг, который сделал много всего для развития игры. Все узнаете в течение ролика, а так погнали дальше. 14 февраля в игру добавили командный чат и чат для игроков поблизости, а на следующий день был объявлен конкурс на аватар для вышеупомянутого Адмирала Фьюга, а через пару дней был создан аккаунт Кагамы в Инстаграме. 22 числа разработчики официально начали борьбу со скамом. В марте такая же активность продолжилась. 6 марта Weekly Highlights переименовали в Highlights of the Week. Послезавтра в игру добавили лечебную пушку. Как вы поняли, она нужна для лечения ваших тиммейтов. Спустя 5 дней с помощью Инстаграма появилась возможность, что ваши рисунки и тому подобное могли попасть в офис Кагамы. И завтра же был объявлен турнир среди игр, где главный приз составлял 1000 золота, специальный значок и прочие привилегии. Кстати, все из вас любят Пасху. Так вот, в честь праздника была объявлена неделя Пасхи. С 26 марта по 2 апреля за любой донат вы могли получить специальный значок. Возвращаясь к турниру, победителем оказалась игра Logic Game. А также 30 апреля с помощью Адмирала Фьюга был создан Discord-сервер игры. Май начался с того, что был обновлен визуал и произошли некоторые изменения. А через 2 недели Кагама открыла заявки на официального контент-креатора в Ютубе и Твиче. Также 28 числа произошли несколько изменений в чате, он стал более удобным и красивым.
Первый день лета начался с завершения конкурса на логику. 6 июня был добавлен глобальный спикер. Через 5 дней разработчики вспомнили про аксессуары и добавили задние аксессуары. Также объявили конкурс в честь этого. Ребята, как думаете, что произошло 26 июня? Правильно, новый конкурс. Про что же он? Суть в том, что нужно было построить игру, связанную с Кизи, персонажем из сайта kizi.com. 3 июля выходит долгожданное обновление с темами, и я считаю его одним из лучших в истории Кагамы. Еще 16 июля был немного изменен косметический магазин. Начиная с конца июля и заканчивая началом октября выходило очень много аксессуаров, что круто, ведь теперь у игроков появилось много разнообразия. Между этим промежутком выходило несколько нововведений. 16 августа в игру добавили временной флаг. Если вы его достигнете, то игра начнется заново. Не для всех игроков, а только для вас. Также произошло несколько изменений импульсного куба и куба задержки. А еще появилась возможность менять чувствительность мыши. К тому же 28 августа при помощи адмирала Фьюга была создана Кагама Вики. 18 сентября был объявлен конкурс хэллоуинских аватаров, и в этот же день добавили новые функции к временному флагу. А 23 октября добавили аксессуары за уровень. Например, если вы открыли второй уровень, то вам дадут вот такой колпак. Ноябрь начался с интересного предложения. Так, до конца недели все игроки получали 200-й бонус к XP. Кстати, с 12 по 23 ноября проводился конкурс фанатских артов. Последний месяц в году, значит и последний конкурс в году. Так, с 3 по 21 декабря проводился конкурс на новогодние модели. Между этим периодом 11 числа добавляют золото за уровень. Возвращается акция с 200-м бонусом к XP, а 19 числа добавляют новогоднюю музыку, на следующий день в игру вводят новогодние аксессуары. К тому же с 21 по 26 декабря появилась возможность приобрести значок за покупку любого золотого пака. Как по мне, также является одним из самых лучших готов в истории игры, ведь по количеству контента он всего лишь немного уступает 2018. Выходит два новых аксессуара – Кога Пак и Сода Капс, а через неделю добавили новые аксессуары в честь лунного Нового года, и в этот же день появилась возможность приобрести значок за любую покупку золотого пака до 20 января. И после завершения данной акции на следующий день начинается конкурс игр, в которых нужно совместно работать, чтобы выиграть. 4 числа в игру добавляют 4 разноцветных шлема, а 6 в честь маскарада в игру добавляют 2 аксессуара, посвященных этому событию. 15 в игру вводят новые крылья, через неделю еще один аксессуар в виде леденца, а также через несколько дней конкурс игр подошел к концу. К тому же 28 февраля добавляют функцию, которую одновременно любят и ненавидят, а именно элиту и ряд льгот, если вы ее купите. Началась весна, и в Кагаме ее встречает добавлением новой, прекрасной частицы. Через 5 дней в честь торта мы получаем новый значок и аксессуары. И еще насчет элиты. Появились элитные игры. Игры, созданные владельцами элиты, и они отображаются на главной странице. 8 марта в игру добавляют аксессуар в виде ключа. В период с 15 по 18 числа также выходит 3 аксессуара. Со 2 по 25 апреля проводился конкурс частиц. В этот промежуток 3 числа добавляют одно из самых лучших обновлений, по мнению многих. Это кристаллы, игровые уровни и функции к ним. 10 числа добавляется категория элит для элитных игр, а с 15 по 26 апреля добавляют 4 аксессуара. На протяжении всего мая добавили 4 аксессуара, а 6 июня в игру добавили куб команды, то есть теперь вы можете менять их название, а также триггер. За июнь вышло 2 аксессуара, а в это время с 14 июня по 17 июля проводился конкурс летних моделей. Так как в августе ничего толком не происходило, то перейдем к сентябрю. 24 числа большинство материалов и функций становятся бесплатными. И, кстати, в этот же день на YouTube-канале Кагамы был опубликован новый трейлер игры, сделанный с помощью адмирала Фьюга. И, к сожалению, это стало не последней работой в Кагаме. Нет, он не умер, с ним все хорошо. Как некоторые могли подумать, он просто ушел. Скорее всего, просто надоело Кагаме. Грустно, что он покинул игру, ведь он для нее сделал много всего.
в начале октября сразу вышло обновление с добавлением новых функций к игровым уровням. А под конец ноября началась черная неделя. Если вы покупали золотой пак в этот период, то получали специальный значок. А еще в конце декабря в честь Нового года добавили новый значок. Вслед за адмиралом Фьюгом Кагама покинул Даниэль Эверленд, модератор на форуме Кагамы. 3 апреля он сделал пост в дискорд-сервере Кагамы о своем уходе. В мае Multiverse Apps устроили коллаборацию с Cray Games, в результате чего появился значок с кодом купона Cray. Кстати, в Cray Games даже устроили конкурс в честь данного события, но в Кагаме о нем почему-то не сообщили. В общем, этот код купона можно было вводить несколько раз, причем последующие коды давали 50 золота. 23 сентября Multiverse Apps устроили коллаборацию с Adventure Box, в результате которого появился новый значок с кодом купона AP1000. Кстати, за его боты давали золото. С 11 по 30 октября проводился конкурс на хэллоуинские модели. Кстати, именно в этом конкурсе первый раз применили значки за 1, 2 и 3 места. В 2021 году произошел небольшой спад популярности Кагамы, но все равно игра показывала хорошие результаты. Спустя год с лишним в Кагаме выходит обновление, но включает в себя добавление 3 материалов: Machinery, Stripped Cement, Embossed Metal. С 18 июня по 13 августа были добавлены такие материалы, как скроллинг, kill, heal, slow, speed и crumble. Также с 3 по 24 августа проходил конкурс на дизайн летнего значка. 17 сентября Кагаме исполнилось 10 лет, и в честь этого было проведено несколько конкурсов. В первом конкурсе нужно было угадать количество аккаунтов, моделей, игр и аватаров, созданных в течение 17 числа. Данный конкурс проводился с 17 по 18 сентября. Во втором конкурсе нужно было построить игру с праздничным тортом. Конкурс проводился с 17 по 30 число. В третьем конкурсе нужно было создать игру с анимациями в честь данного события. Он проводился с 17 сентября по 7 октября. Кстати, кроме конкурсов еще были и розыгрыши. В первом розыгрыше разыгрывали различные награды. Он проводился с 17 по 18 октября. Во втором розыгрыше разыгрывали поздравительные сообщения еженедельно. Розыгрыш проводился с 17 сентября по 18 октября. А еще во время данного мероприятия была скидка 50% на все аватары и 200 бонус к XP. С 10 декабря по 5 января проводился конкурс зимних игр, главный приз в котором был 8500 золота и значок за 1 место. 3 февраля произошло обновление значков, то есть у вас было в профиле 2 категории: значки, которые у вас есть, и значки, которых у вас нет. Но многим игрокам обновление не понравилось, и через 2 недели его убрали из игры. 1 апреля состоялась новая номинация «Выбор редактора», и ее первый выпуск был посвящен играм. С 13 мая по 29 июня проводился конкурс на модели самолета. Это первый конкурс, посвященный какому-то объекту. Кстати, о нем объявила Криспи Керби, новый комьюнити-менеджер игры. 12 сентября произошло слияние Multiverse Apps и Adventure Box. С 18 сентября по 31 октября проводился конкурс хэллоуинских игр. И, кстати, 26 сентября была добавлена новая функция «Смертельная вода» для водного куба. С 24 ноября по 5 декабря проводился конкурс зимних игр. К сожалению, в этом году игру покинул Келли. Именно он основал Koga Events и выдавал элиту контент-креаторам. Многим казалось, что этот год не обещает чем-то запомниться, но оказалось, что это не так. В этом году Кагама смогла поднять немного онлайн и показать, что разработчики не забыли об игре, а также в этом году было много крутых обновлений. С 9 января по 3 февраля проводился конкурс моделей в честь Дня влюбленных, а также 20 февраля добавили топливо для транспорта. К тому же с 22 февраля по 20 марта проводился конкурс игр с функциями нового обновления. А еще 29 марта вышла новая функция для лечащего луча. Теперь он может наносить урон игроку из другой команды. 21 числа добавили дверь и функции к ней. Теперь вам не нужно создавать модель дверей и подсоединять к ней механизмы. 10 мая в игру добавили раздвижные двери и увеличили область редактирования дверей. Но одним обновлением не обошлось. 23 числа добавили люк и объединили инвентарь и магазины в режиме стройки.
С 7 июня по 3 июля проводился конкурс на дизайн летнего значка, и вот как выглядит работа победителя. 28 июня выходит одно из лучших обновлений, а именно возможность вращать модель во все стороны. Это обновление очень помогло строителям, но в этот момент оно было доступно только для владельцев Elite. 4 числа выходит очень крутое обновление, а именно редактирование меча. То есть вы могли поменять вид меча, но старый меч был заменен на этот. И да, первое время эта функция была доступна только для владельцев Elite. 6 сентября добавили эффекты камеры, и все они очень разнообразные. Через 6 дней был объявлен конкурс игр с новыми функциями нового меча, и появилась возможность менять размер моделей. Кстати, его итоги объявили 28 октября, а с 20 сентября по 30 октября объявили конкурс хэллоуинских аватаров. Во время этого временного промежутка добавили костюмы, в которые мог залезть игровой персонаж, и это оказалось прикольным и клевым обновлением. 28 ноября вышло обновление с прозрачными моделями и механизмом к этой функции. А 6 декабря в честь наступающего Нового года объявили сразу два конкурса. Первый конкурс — это конкурс модели, он проводился с 6 по 19 декабря, а второй конкурс посвящен новогодним видео. Он проводился с 6 декабря по 2 января. Кроме завершения конкурса новогодних видео, 5 января были объявлены лучшие аватары, модели и игры 2023 года. Также с 23 января по 13 февраля проходил видеоконкурс в честь 14 февраля, а через неделю выходит новое обновление, где добавили шейдеры и настройки. 21 марта объявили конкурс игр, посвященных Crazy Frog. Он закончится 6 мая. Вот и на этом заканчивается пока что история Кагамы. В истории нашей игры были как хорошие события, так и плохие или грустные. Странно, что до меня все делали только видео про эволюцию Кагамы. Ну ладно. Всю информацию я брал из Кагама Вики, из Википедии, из Дискорд сервера Кагамы, из Фейсбука и из форума Кагамы, а также из прочих сайтов. Это мой самый длинный ролик на канале, надеюсь, он вам понравится. Что ж, с вами был Мимиш. До новых встреч.